Анализ Астры подтвердил возгорание на Саратовском НПЗ. Вероятнее всего, горел топливный резервуар на территории завода. Генштаб ВСУ также заявил об успешной атаке на завод. Зафиксированы взрывы с последующим горением на территории объекта. Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии. Результаты поражения уточняются, сообщило ведомство. Кроме того, добавили в Генеральном штабе, был нанесен удар по инфраструктуре предприятия по хранению горюче-смазочных материалов комбинат «Кристалл» в районе Энгельса Саратовской области Российской Федерации. Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим горением на территории объекта. В Генштабе уточнили, что удары наносились в том числе ракетами «Нептун». Кадры пуска показал Владимир Зеленский. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Саратове в результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. О пожаре на НПЗ писали также местные паблики. Последний раз Саратовский НПЗ был объектом атаки 11 ноября. До этого Саратовский НПЗ атаковали 3 ноября. Таким образом, по подсчетам Астры, атака по предприятию стала как минимум 8-й с начала года. Саратовский нефтеперерабатывающий завод «Роснефть», одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России, по состоянию на 2023 год объем переработки нефти составлял 4,8 миллиона тонн. И, собственно, Рейтер сообщает, что Саратовский НПЗ не работал еще с 11 ноября после предыдущей атаки и стал на очень, судя по всему, долго, и новые атаки приводят к тому, скорее всего, что он и не сможет возобновить работу как минимум до конца месяца. Ну а дальше будут последующие атаки. По порту в Новороссийске нанесли удар СБУ и силы обороны Украины. Как сообщили источники Униана в спецслужбе, в результате удара повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводной инфраструктуры и насосной установки. На нефтяном терминале начался пожар. Этот объект второй по величине центр экспорта нефти в Российской Федерации и важный узел для экспорта нефтепродуктов через Черное море. Помимо этого, также подтверждено попадание по позициям ЗРК С-300, С-400 на территории военной части 1537. После прилета фиксировалась мощная детонация. Транснефть приостановила прокачку нефти в порт Новороссийск после ударов БПЛА, сообщает Рейтер. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Отгрузка из порта тоже прекратилась. По данным Рейтер, речь о 2,2 миллионах баррелей в сутки или 2% мирового экспорта нефти. Ну да, вы не ошиблись, не российского, мирового. Напомню, что, как я говорил в недавнем видео, украинская стратегия состоит в том, чтобы Россия не могла ни перерабатывать, ни продавать нефть. И эта стратегия, видимо, дает свои плоды. В результате удара по нефтеналивному терминалу в порту Феодосии, который уже не раз атаковала Украина, поврежден еще один ранее уцелевший топливный резервуар, установила Радио Свобода. Об очередном ударе по терминалу в ночь на 13 ноября ранее заявлял Генштаб ВСУ. Сравнение спутниковых снимков, сделанных вчера днем после атаки, с фотографиями за 17 октября показывает следы повреждений на резервуаре для топлива в той части терминала, которая не пострадала в результате предыдущих украинских ударов 7 и 13 октября 25 и в октябре 24 годов. Как и во всех предыдущих случаях, от попадания дрона терминал не спас и установленный на его территории зенитно-ракетный комплекс «Панцирь». Также в ГУРе рассказали, что заблокировали ключевую логистическую артерию Кремля. В ведомстве сообщили, что 13 ноября в Хабаровском крае раздался взрыв, заблокировавший движение грузов по Транссибирской магистрали. В результате спецоперации ГУРа с рельс сошел грузовой поезд и повреждено железнодорожное полотно. В ГУРе отметили, что россияне используют Транссиб для поставки оружия и боеприпасов, в частности, полученных с территории КНДР. Собственно, если говорить про украинские атаки в целом, то мы видим, что их количество увеличивается. Но главное — это не количество самих атак, главное — это последовательность. Об этом довольно подробно много раз рассказывал Владимир Милов, что история в том, что надо выбивать мощности и продолжать их выбивать дальше, потому что в моменте восстановить их представляется возможным. Ну, то есть у России есть для этого возможности и ресурсы. Однако, если давление будет постоянным, то накопленные проблемы и кумулятивный эффект от всех этих ударов, он в итоге не даст России восстановить поврежденное и приведет, если не к коллапсу, то как минимум к большим проблемам и с точки зрения переработки нефти, и с точки зрения ее экспорта. Поэтому те удары, которые продолжает наносить Украина, и удары становятся все мощнее, для них используются ракеты, для них используются бэки и так далее, это те удары, которые действительно могут привести к серьезным последствиям для России. Точнее, уже приводят, но вопрос лишь в том, это будут краткосрочные последствия или это будут долгосрочные последствия. Напоминаю, в 2025 году ситуация сильно отличается от предыдущих лет. Почему? Потому что в прошлые годы, во-первых, были технические ограничения, у Украины не было большой номенклатуры вооружений для регулярных ударов по российской территории, в том числе по таким объектам. Ну, просто потому, что у них не было своих ракет, не было возможности их производить, и количество произведенных дронов тоже было ограниченным, и российское ПВО было больше, количественно больше, и было больше возможностей для того, чтобы сбивать украинские дроны и украинские ракеты. Сейчас проблема для России гораздо больше в техническом плане, потому что у Украины увеличилась номенклатура
номенклатура вооружений. Более того, есть производство собственных ракет, которые не зависят от поставок партнеров. И что самое важное, есть еще политический фактор. Если Байден просил Владимира Зеленского и Украину не бить по российским НПЗ, то Трамп, наоборот, просит по ним бить и как можно больше, потому что для Трампа это является критерием успешности. Поэтому в этом смысле политически и технически ситуация с возможностью ударов и выведения из строя нефтеперерабатывающей и вообще нефтеинфраструктуры России для Украины сейчас гораздо перспективнее, чем она была в предыдущие годы. Именно поэтому удары не прекращаются и вряд ли прекратятся в ближайшее время, но если, конечно, Россия не перестанет бить по территории Украины и не закончит, например, войну. Россия продолжает атаковать Украину, продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру, продолжает атаковать гражданские объекты. В ночь на 14 ноября Украина подверглась массированной комбинированной атаке. Целями были преимущественно энергообъекты в Киеве и области. Из-за ударов по объектам энергетики без света осталось значительное число потребителей в Донецкой, Киевской и Одесской областях, сообщили в Укрэнерго. В большинстве областей действует стабилизационное отключение электроэнергии. До конца суток применяется от 2 до 4 очередей. По информации Z-канала «Военный осведомитель», целью атаки по Киеву стала ТЭЦ-5. В ходе атаки применялись баллистические ракеты «Искандер-М», КН-23, крылатые ракеты «Калибр» и дроны типа «Шахед». В момент удара в городе произошло частичное отключение электроэнергии, после чего подача быстро возобновилась. После атаки в столице были введены плановые, то есть не экстренные отключения света, а возникшие локальные аварии были оперативно устранены, сообщил мэр Виталий Кличко. В Киеве зафиксированы повреждения жилищного сектора в более чем 20 локациях в 9 районах, сообщили местные власти. В Подольском районе повреждена поликлиника, обломки ракет попали в здание посольства Азербайджана. В Святошинском районе Киева обвалилась многоэтажка, получившая повреждения в ходе ночного обстрела. В результате ночных атак в Киеве погибли 6 человек. Пострадали еще 35, сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко. Среди пострадавших 2 ребенка 7 и 9 лет, отметил Кличко. Россия продолжает бить по мирным гражданам Украины и продолжает это делать системно и практически каждый день с небольшими перерывами. Ну и это означает, что в ближайшее время мы увидим ответные удары по энергетике. Благо, Украина пока достаточно тщательно выбирает цели для того, чтобы гражданские не пострадали при этих атаках, и отдельное спасибо Украине за это. Баку предложил Москве объясниться в связи с повреждением здания посольства Азербайджана в Киеве. Российского посла в Баку Михаила Евдокимова вызвали в Министерство иностранных дел Азербайджана, сообщается на сайте азербайджанского МИДа. В ходе встречи был выражен решительный протест в связи с падением одной из ракет типа «Искандер» на территорию посольства Азербайджанской республики в результате ракетно-беспилотного обстрела столицы Украины, города Киева, около часа ночи 14 ноября. И ему была вручена соответствующая нота, сказано в сообщении. По данным МИДа Азербайджана, в результате взрыва полностью разрушена часть стены по периметру посольства. Повреждены строения, служебный транспорт, административное здание и консульский отдел посольства, а также серьезно поврежден комплекс диппредставительства, о чем в министерстве заявили послу России. Вместе с этим Евдокимову напомнили, что подобные ракетные обстрелы, противоречащие нормам и принципам международного права, имели место и ранее. Далее в сообщении перечисляются случаи с российскими авиаударом по зданию почетного консульства Азербайджана в Харькове в 2022 году, попадание боеприпасов вблизи административных зданий посольства Азербайджана в 2024 и 2025 году, а также атаки беспилотников на нефтебазу компании «Сакар» в Одесской области в августе 2025 года. Все эти факты вызывают вопросы о преднамеренном характере ракетных атак, говорится в сообщении МИДа Азербайджана. Ну, собственно, как видите, восстановление отношений Азербайджана и России, даже после того, как Путин сказал, что он за все просит прощения, значит, и все компенсации всем выплатит, проходят не так, как Кремлю бы хотелось. В Киевской области в результате ударов ранены 6 человек. Разрушены жилые дома в 5 районах области, сообщил глава местной ОВА Николай Калашник. По информации военного осведомителя Z-канала, Киевская область была атакована 4 ракетами «Кинжал», а дроны «Камикадзе» типа «Шахед» нанесли удар по ТЭЦ в Белой Церкви, а также целям в Черкасах и Чугуеве. По Сумам ночью был нанесен удар гиперзвуковой ракетой 3М-22 комплекса «Циркон». Ракета попала в дорожное покрытие, сообщил в Рио главы города Артем Кобзарь. Пострадавших нет. Это уже 15-е применение ракеты этого типа. В прошлый раз удар был нанесен 21 августа этого года, тоже по Сумам. Ночью в Одесской области был атакован объект энергетики. Известно об одном пострадавшем, сообщил глава ОВА Олег Кипер. Утром был нанесен удар по рынку в городе Черноморск. 2 человека погибли, 7 ранены, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Повреждены городская площадь, здание колледжа, магазины, частный транспорт.
Россияне активно атакуют Краматорск и прилегающие населенные пункты FPV-дронами, пишет украинский военный, автор телеграм-канала «Офицер», который в свою очередь заносится дронами-матками, выступающими ретранслятором, или эту функцию выполняет другой дрон, сообщает он. Краматорск каждый день подвергается единичным ударам FPV-дронов, по крайней мере такие попытки они совершают несколько раз в день. Сейчас это для них относительно проблематично, поэтому пока это носит в основном характер точечных ударов на удачу, сообщает украинский военный. Как видите, Россия продолжает свой террор, Россия продолжает пытаться продвинуться и на фронте, и закошмарить гражданское население, прилагая все усилия для того, чтобы Украина погрузилась, как выражаются Z-каналы, в средневековье. Надеюсь, что таким образом украинское население будет готово капитулировать перед агрессором. Этого не случилось в предыдущих волнах российских атак по украинской энергетике, и я не думаю, что это случится сейчас. Тем не менее, бои очень жесткие, как и в воздухе с ракетами и дронами, так и на земле. Поэтому мы с вами продолжаем поддерживать украинских защитников и продолжаем сбор на автомобили для одного из подразделений. Напомню их обращение к вам. Шановна аудиторія, Майкла Накі. Сухопутні війська Збройних сил України просять долучитися до збору на купівлю автомобіля. Даний автомобіль буде допомагати перевозити нам БК, особовий склад та робити евакуацію поранених з поля бою. Просимо не бути байдужими та долучитися до данного сбора. Здесь QR-код на Монобанку, в описании Монобанка, PayPal, USDT TRC20 и биткоин, то есть криптовалюты, криптошейхи, добро пожаловать, как и всем остальным. Где-то половину сбора мы смогли с вами уже закрыть за вчера, что довольно много. Спасибо большое всем, кто поучаствовал. Я, конечно, поучаствовал тоже. Надеюсь, сегодня-завтра мы сможем закрыть этот сбор и двинуться дальше, потому что очередь на поддержку, на помощь среди украинских подразделений достаточно большая, и я прилагаю все возможные усилия для того, чтобы закрыть ее как можно больше. И хочу еще раз сказать спасибо всем, кто принимает участие в закрытии этих сборов. Тьфу-тьфу-тьфу, пока они не падают и пока нам удается закрывать потребности различных подразделений, что буквально помогает спасать жизни самих украинских защитников и, собственно, тех, кого они защищают. Ну а мы двигаемся дальше. Deep State сообщили об оккупации россиянами степовой Новоселки на левом, он же восточной берегу реки Оскол на Купинском направлении. Россияне давно и крайне медленно здесь продвигаются, но понятно, что судьба украинского левобережного плацдарма будет решаться на другом берегу, в самом Купинске. Продолжаются бои в Покровске, пишет украинский военный, автор канала «Бахмутский демон». Ну что, подпалили несколько минометных расчетов, пишет он, которые россияне уже разместили в жилой застройке Покровска. Но ситуация в городе очень и очень сложная. Местами россияне конкретно закрепились и подтягивают силы, признает боец сил обороны. Тем не менее, отмечу, что местами закрепились не значит захватили весь город, как нас убеждают зетники. И вот они, напомню, у них уже 2 недели, значит, в окружении Покровск, а сейчас, значит, он уже захвачен. Если вы посмотрите на все Z-карты, то он, значит, весь закрашен. Это не соответствует действительности. Напомню, что наступление на Покровск довольно странное, не само по себе, а в принципе как квинтэссенция этой войны, в которой дроны стали играть решающую роль. И здесь, конечно, Россия проводит не только наступление на земле, но и проводит, конечно, наступление в интернете. Массово. Абсолютно массово проводя информационную кампанию в попытках, собственно, сделать не то чтобы хорошую мину при плохой игре, пока действительно ситуация в Покровске очень сложная, нельзя сказать, что в России там нет успехов, есть успехи, которые достаются России очень высокой ценой, но тем не менее они есть, при этом они совершенно не такие, как отписывает Герасимов, Путин или зетники, и, собственно, мы уже убедились в этом, и, как вы помните, Покровск все сдавали еще 2 недели назад, но вот сейчас уже середина ноября, Покровск все еще стоит, но ситуация там очень сложная, и, собственно, защитники украинские прилагают все усилия для того, чтобы эту ситуацию улучшить. Есть ситуативные успехи, есть, собственно, Добропольская кишка, которая, значит, в массе своей зачищена и в которой сейчас пробивается коридор в Мирноград, чтобы у него была возможность для снабжения. Погода не помогает, погода здесь скорее на стороне России, хотя, опять же, туманом пользуются и украинцы для того, чтобы завозить как раз снабжение. Ну, в общем, в городе достаточно серьезная каша. Посмотрите детальный выпуск, который я про это делал. Такой битвы еще не было в этой войне. Она не похожа ни на что. Ни на Бахмут, ни на Авдеевку, ни вообще на какие-либо войны и битвы, которые мы видели до этого. В районе Гуляйполя Россия продвинулась Сладкова и Новоуспенского, фиксирует Deep State. Однако успехи ВСРФ не ограничиваются Гуляйпольским участком. В направлении Новопавловки, Днепропетровская область, россияне имеют продвижение, пишет украинский военнослужащий Станислав Бунятов. Воспользовавшись погодными условиями, смогли прорваться на БМП к подступам населенного пункта и высадить
высадить там десант. Туман очень густой, ВСРФ продолжают накапливаться. Остается только гадать, сколько еще таких успехов будет у ВСРФ просто благодаря нелетной погоде для БПЛА, сообщает он. Двое Z-авторов вступили в крайне интересную дискуссию, казалось бы, на парадоксальную тему: нужна ли в современной войне стрелковая подготовка. Вот что по этому поводу написал глава так называемого Координационного центра помощи Новороссии Александр Любимов. Некоторые услышанные мной наблюдения с мест о том, что происходит сейчас на ЛБС, говорят мне о том, что наша армия столкнулась с очередным важным кризисом в своем мышлении. Как когда-то кавалеристам было очень трудно признать, что, собственно, в кавалерии больше не нужны лошади. Так сейчас мотострелкам, десантникам и морпехам очень не хочется признавать, что по большому счету скоро необходимость умения вести стрелковый бой будет применима к некоторым обстоятельствам для некоторых конкретных ситуаций. Абсолютно так же, как в армиях продолжали долгое время вести обучение штыковому бою, хотя сам по себе он происходил очень редко. Что сейчас происходит? Уже в ряде мест людей достаточно хорошо учат умению вести штурмовые действия при близком столкновении с противником. Стрелять, кидать гранату, ездить на мотоциклах и так далее и тому подобное. Но при этом вот эти обученные в огромном большинстве случаев не доезжают и не доходят до противника. Их убивают раньше с помощью различных ударных дронов. Повторюсь, их учат, прикладываются огромные усилия к их обучению тому, что им нужно только в случае редкой удачи их дохождения до врага. Ближайший аналог – это обучение рубки лозы шашкой в каком-нибудь 1941. Понятно, что украинцы тоже совершают ошибки, из этого рождаются наши успехи. Они не успевают среагировать, и кто-то из наших до противника доезжает. И тогда возникают какие-то результаты. Кризис в мышлении заключается в том, что такая ситуация считается нормальной. Но это даже не подбрасывание монетки, когда выпадает одна из двух сторон. Это подбрасывание игрового кубика в надежде на то, что выпадет шестерка. Проблема в том, что мы по-прежнему пытаемся отрицать именно в головах, отрицать факт того, что боевые действия должны выглядеть по-другому, что расчеты беспилотных систем, их концентрация для достижения результатов, уничтожение вражеских расчетов и так далее являются тем же, чем когда-то являлось применение огнестрельного оружия по сравнению с умением фехтовать. При этом, как когда-то высокое искусство фехтования и само холодное оружие выглядели куда более эстетично, чем ручной огнестрел, так и сейчас мысль о том, что надо готовиться отправлять в музей эстетику современного стрелкового оружия и разные невероятные индивидуальные умения им пользоваться, вызывают и эстетический, и интеллектуальный протест, считает Z-автор. А вот так Любимову возражает российский военнослужащий, инструктор Святослав Голиков. Вот что он пишет. В свете сказанного товарищем Любимовым приведу типичный пример сообщения от товарища. Был в подразделении, где штурмовую пехоту готовят хорошо. Инструктор очень глубоко в теме, вплоть до нюансов, сам бывший штурмовик, и видно, что болеет за дело. Но результат такой же, как и везде. Пехота не доходит до пехотного боя. Разбирают птицами. Говорит, что штурмовая подготовка превратилась по сути в обман. Люди внутренне считают, что они готовы, идут в бой с ощущением, что всех порвут, а до боя не доходят. Причем стрельбу по птицам отрабатывают. Вижу несколько нюансов, продолжает уже от себя Голиков. Первое. Не существует универсального антидронового решения, и эффективная защита возможна только при комплексном эшелонированном подходе. Второе. Действенная реализация такого комплексного эшелонированного подхода, включая критически важный комплекс проактивных действий, у нас пока, мягко говоря, сильно хромает, и пехоте при самозащите от дронов зачастую остается полагаться в первую очередь именно на свое стрелковое оружие, что требует соответствующей подготовки. Третье. Даже при чаемом выстраивании комплексной эшелонированной системы антидроновой защиты наземных сил, огонь своего стрелкового оружия будет оставаться последним рубежом самозащиты пехоты от вражеских дронов. Четвертое. При очевидном тренде на роботизацию боевых действий мы все же еще очень далеки от полной замены пехоты роботами, поэтому вопрос владения стрелковым оружием никак не теряет своей актуальности. Сложившиеся условия как раз не снимают, в принципе, вопрос отработки умений пользования стрелковым оружием, но требует особого акцента на обучение личного состава огневому противодействию БПЛА. Более того, если непосредственно в штурмовой подготовке огромное значение имеет огонь на подавление, то в огневом противодействии угрозам нижнего неба первостепенную значимость имеет огонь на поражение, причем речь идет о малоразмерных и высокомобильных целях, то есть уровень огневой подготовки пехоты должен быть выше. Я, конечно, не могу судить, кто из них прав, более того, сам об этом не раз думал, честно говоря. Отмечу только, что с украинской стороны как раз все чаще фиксируют, что их операторы БПЛА и минометчики вынуждены вступать в стрелковые бои с просачивающимися российскими группами, так что им стрелковая подготовка точно нужна, и они ее проходят в рамках общего курса. С другой стороны, показательно, как меняется война. Если весной 22 года все спорили, не устарели ли танки, то сейчас, всего через 3,5 года, всерьез поднимается вопрос, не устарели ли автоматы. И поднимается он довольно серьезно, потому что, я вам расскажу, я не являюсь военным аналитиком, давайте так. Вы это знаете, я это знаю, не являюсь военным экспертом, не являюсь военнослужащим, не имею большого опыта обращения со стрелковым оружием и уж тем более не имею никакого опыта ведения боя. Однако, мнение у меня как
так сказать, все равно имеется. Мне кажется, что рассуждения о необходимости отказа от стрелковой подготовки могут иметь под собой основания. И я давно об этом думаю, но просто здесь удобный повод, что называется, об этом сказать. Мне интересно ваше мнение. Мне интересно мнение профессионалов по этому поводу, потому что с некоторыми я это обсуждал. Мы не пришли к чему-то, но согласились, что мысль в этом направлении как будто бы имеет под собой какие-то основания. Короче, о чем речь? Я считаю, мне, по крайней мере, представляется, что обучение стрелковому бою и вообще наличие, допустим, того же автомата на поле боя необходимо у конкретных подразделений, которые занимаются, собственно, штурмом и закреплением, ну, то есть штурмовой пехоте. Мне кажется, что наличие таких средств поражения и таких навыков у тех же БПЛАшников и у многих других излишне. Вот я вам описал ситуацию, да, про то, что БПЛАшникам украинским как бы нужен навык стрелкового боя, потому что все чаще россияне просачиваются. С одной стороны, да. С другой стороны, есть, знаете, такой эффект, вот в Gun Debate он часто проговаривается, что когда у тебя есть оружие, то у тебя меняется тактика поведения. То есть, если бы, допустим, мы представим, что оружия нет, то в каких-то случаях, когда у тебя есть выбор принимать бой или, соответственно, отступить, ты, если имеешь оружие и тебе кажется, что имеешь достаточную подготовку, то ты в этот бой скорее вступишь. И мне кажется, это может быть неэффективно. То есть мне кажется, что как раз ситуации, в которых не штурмовые пехотные подразделения предпочтут откатиться, предпочтут, соответственно, отступить, это более правильная ситуация, более эффективная с точки зрения цифр, потому что больше людей сохранится, а во-вторых, конечно, на обучение и на практику для стрелкового боя тратится достаточно большое количество времени. Более того, это дополнительный груз. Ну, то есть это, собственно, непосредственно само оружие, и это к нему какой-то боезапас. Если мы говорим про отстреливаться от дронов, да, то здесь можно рассмотреть вариант стрельбы как раз дробовиками, дробью и прочее, потому что они гораздо эффективнее с точки зрения стрельбы по дронам по понятным причинам. Вот, мне кажется, эта дискуссия еще предстоит. Мне кажется, она будет впереди. Я бы начинал думать в этом направлении, потому что мне действительно кажется, что в современной войне необходимость каждого солдата обучать стрелковому бою и каждому иметь при себе, соответственно, оружие, ну вот там автоматы те же условные, кажется мне излишней и скорее которая может навредить. Но еще раз подчеркну, там, что называется, большими красными линиями, не являюсь экспертом, не являюсь профессионалом, не имею достаточно опыта и прочее. Поэтому мое внимание привлекла эта дискуссия зетников, потому что, ну, понятно, она лишена какого-то пропагандистского флера, они не обсуждают, кто выигрывает, кто проигрывает, да, они обсуждают технический момент. Мне кажется, эта дискуссия достаточно актуальна. Вот, поэтому пишите, что думаете в комментариях, особенно если у вас есть профильный боевой опыт. Мне кажется, это мысль, которую можно подумать. Ну да ладно, вернемся к зетникам. Зет-деятель, известный как Морпех Рокот, написал интересный пост, на который обратил внимание исследователь зет-фольклора Иван Филиппов в своем телеграм-канале «На Западном фронте без перемен». После прочтения возникает непонимание, а чем вообще занимается Министерство обороны Российской Федерации. Огромное количество изделий, пишет зетник, что сейчас используется на фронте, сделано народным ВПК, а именно гражданскими. Я не взял это с воздуха. Вот факты. Первое. Система видеоперехвата – гражданские. Дрон-детекторы – гражданские. Прошивка 1001, на чем летает весь фронт, включая прошивки на утеле – гражданские. Эвакуационные средства – ТТ, Анютка, Аленка – гражданские. Система РЭП – гражданские. Да, есть военный РЭП, но он не был заточен под малое небо. В частности, все, что на фронте, за некоторыми исключениями, создано гражданским ВПК и в общем доступе. Шестое – электрички – гражданские. Седьмое – система РЭР радиоэлектронной разведки – гражданские. Такая же история, как и с РЭП. Восьмое – FPV камикадзе с разными передатчиками – гражданские. Девятое – пончо, имеется в виду тепловые пончо, ну, в смысле антитепловые пончо, гражданские. Когда уже появятся на фронте дроны, что выдает Министерство обороны от военного ВПК, где дроны, что таскают ТМки, уже столько лет прошло, до сих пор нет ничего путного. Дроны С-80, так у боевого резерва есть видео, как они взлетают и переворачиваются. Кстати, да, уморительные видео абсолютно. Иногда складывается ощущение, что фронт двигается и личный состав бережется исключительно из-за гражданской инициативы. Как так? Задается он вопросом. И надо сказать, что это соответствует моим наблюдениям за зетниками и за российскими солдатами. Действительно,
очень большая роль там, собственно, гражданских проектов. Именно поэтому снижение сборов с зетниками и вообще разрушение вот этой вот Z-структуры глобальной, это, мне кажется, очень верным направлением. Поэтому переходим к Апте Алудинову. Представитель Минобороны анонсировал масштабные репрессии против Z-блогеров, которые раскачивают страну изнутри. Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа Ахмат Лапти Аладдинов в четверг у себя в телеграм-канале сообщил, что первые протоколы по дискредитации против Z-блогеров лишь начало борьбы с врагами России, которые раскручивают страну изнутри и не хотят найти общий язык. Он анонсировал в скором времени более массовую отправку материалов против них в правоохранительные органы, после чего эта машина наберет такие обороты, что все они обалдеют, говорит Алудинов. По его словам, избежать последствий можно лишь удалив посты, извинившись, как уже поступили некоторые Z-блогеры, в том числе Илья Ремеслов. У нас, получается, подразделение Минобороны России дали жару такого противнику, что он прям аж завизжал. Вот в этом свете у них, получается, их хозяева решили эту ситуацию затушить именно в России риторикой именно, скажем, врагов России, которые работают внутри страны, и тех, кого они использовали искусственно, скажем, в темную, подняв именно межконфессионал, и в первую очередь для того, чтобы это сделать, конечно, использовав, как они думали, это удар по Ахмат и по мне. В конечном итоге из этого получилось так, что люди, которые это делали, они оказались сами под ударом. Сейчас они начали поэтапно получать на руки протокола по дискредитации, потом материалы уже ушли по непосредственно экстремизму. В скором времени эта машина, она наберет такие обороты, что, конечно, все они обалдеют. Это все заявил Алудинов, и если вы пропустили, то я делал отдельный ролик про так называемую войну, когда Алудинов пошел в контратаку на Соловьевскую сетку. И за этим очень уморительно наблюдать, и я надеюсь, что они друг друга, конечно, сожрут. По его словам, большую часть материалов еще не запустили, и тем, против кого организуется кампания, дали 7 дней, чтобы очнуться, удалить из своих каналов всю грязь, извиниться за то, что они уже написали. Тем же, кто это не сделает, мы сказали, что мы их, конечно, будем уже уничтожать в правовом поле через уголовку, чтобы каждый из них получил по заслугам. Потому что так продолжаться уже не может. И, конечно, давать возможность раскачивать страну изнутри дальше мы, конечно, врагам нашим не можем позволить. Вы мне скажете, Майкл, как же так? Алудинов и Соловьев, они же все время друг друга хвалят и все прочее. Так, да не так. Дело в том, что у каждого есть свои сетки, и, собственно, с помощью этих сеток мочат друг друга. Конечно, в прямой конфликт не вступая, потому что, нет уверенности, так сказать, в победе. Оба имеют достаточно серьезный аппаратный вес. И вот до недавнего времени сильно выигрывал Владимир Соловьев. Он и Алехина из Ахмата уволил, и сделал его потом инагентом, и так далее. Но здесь империя, что называется, нанесла удар после того, как один из телеграм-каналов Соловьева, охрану сильно подставился, наехав на Алудинова, когда тот сказал, что проверка по Эрнесту и Гудвину была, может быть, недостаточно тщательной. И вот тут началась та самая война, как ее обозвали сами зетники, абсолютно уморительная. Глава Ахмата добавил, что к нему уже начали обращаться Z-блогеры, которые хотят избежать ответственности. Среди них он назвал автора Z-блога Катя Валя и Илью Ремесло, которых он, по словам Алудинова, помирил с Владимиром Грубником. Хочется и про Катю Валю, конечно, вам рассказать, но я надеюсь, что постоянные зрители уже в курсе, они постоянно идите посмотрите, там очень большой лор за всем этим стоит. Грубник – это автор Z-блога «Призрак Новороссии». Алудинов неоднократно встречался с ним, публиковал посты о его сборах средств для фронта и называл дорогим братом. А Соловьев, наоборот, постоянно рассказывал, что Грубник, значит, это криптоукраинец, как и Монтян, и значит, всем им скоро 7 и 11 ноября глава Ахмата опубликовал видео со встречами с авторками блога Катя Валя и Ильей, соответственно, Ремесло. Женщинам он вручил благодарственные письма за оказание помощи фронту, а Ремесло назвал патриотом. Последний призвал всех, кто продолжает сеять розни, особенно пытается нападать на военнослужащих, немедленно прекратить и удалить посты, потому что в отношении вас уже предприняты определенные действия. Глава Ахмата добавил, что те, кто не прислушается к Владимиру Путину, будет либо сидеть, либо не будет жить в России. Опять же, Алудинов выступил на фоне нескольких случаев преследования представителей Z-сообщества. В частности, в начале ноября была задержана авторка Z-канала Ахмата
Оксана Кобелева, которая как раз и входит в Соловьевскую сетку, и которая меньше недели назад критиковала Алудинова и руководство Минобороны. Точнее, как критиковала? Она критиковала Алудинова за то, что тот усомнился в проверке Эрнеста и Гудвина, как раз которые связаны с Катей Валей. Проверка постановила от Минобороны, что, соответственно, все нормально, Пузик молодец, а в Z-блогерском сообществе это вызвало большой негатив, и Алудинов как бы примкнул к Z-сообществу, а не к Минобороны, и за это, значит, критиковала охрану этого, которая до этого критиковала всех, кто критиковал решение Минобороны по Эрнесту и Пузику, и Владимир Соловьев, один из главных застрельщиков. Владимир Соловьев мучит, значит, Грубника, Монтян, всех, кого он называет криптоукраинцами, и, значит, мучит и через эту охрану и, собственно, в своих же эфирах. Позже, собственно, отпустили эту администраторку, возбудив административное дело о дискредитации армии. Женщина удалила пост и извинилась. В общем, война продолжается. Думаю, конечно, мы с вами поподробнее рассмотрим, потому что в рамках сводки весь этот лор объять невозможно, но это все очень важно и здорово, потому что это все разваливает Z-сообщество изнутри и, соответственно, разваливает помощь фронту. Спровоцированный административными способами рост госмессенджера Макс в России не привел к серьезному сокращению аудитории крупнейших иностранных платформ. Охват WhatsApp в России практически не изменился с августа, когда российские власти начали ограничивать функционал мессенджеров, а у Telegram даже продолжил медленный рост, свидетельствует данные презентации Медиаскоп, опубликованные в телеграм-канале компании. Месячный охват WhatsApp в России в октябре 2025 года составил 78% населения, свидетельствует данные Медиаскоп. Охват Телеграма достиг 74%, госмессенджера Макс 39%. В презентации не приводятся цифры по предыдущим месяцам, а динамики можно судить лишь по опубликованным графикам. Из них видно, что охват WhatsApp с января 2024 года, самые ранние доступные на графике данные, до октября 2025 года практически не изменился, а с августа 2025 года, когда власти начали блокировать звонки в мессенджеры, он несколько снизился, однако это снижение было в пределах нескольких процентов. А по сравнению с октябрем прошлого года этот показатель не изменился. WhatsApp остается самым популярным мессенджером в России, несмотря на то, что компания Meta признана в России экстремистской, террористской и еще какой-то там. Среднемесячный охват Телеграма медленно продолжает расти с января прошлого года. Блокировка звонков на платформе в июле не остановила этот рост, свидетельствует график Медиаскоп. Госмессенджер Макс достиг месячного охвата в 39%, резкий рост аудитории этой платформы начался в июне и ускорился в июле. Не произошло и радикального сокращения времени, которое россияне проводят в WhatsApp и Телеграме после того, как Роскомнадзор заблокировал звонки в них. В Telegram россияне в среднем тратят около 45 минут в день. Точный показатель в презентации не приведен. После блокировки звонков в августе это время немного сократилось, но к первой неделе сентября восстановилось и даже несколько выросло. Среднее время в WhatsApp после блокировки звонков сократилось примерно 35 минут в день до примерно 30 минут. Власти с лета пытаются заменить для россиян Telegram и WhatsApp прозрачным для спецслужб Макс, пишет издание агентства. Роскомнадзор блокирует звонки в иностранных мессенджерах, а в отдельных местах ограничивает доступ к ним целиком. Собственно, дальше это будет все продолжаться, и параллельно с блокировкой Telegram и WhatsApp власти активно используют административный ресурс, чтобы перевести в Макс как можно большее количество пользователей. В том числе чиновники заставляют использовать мессенджер для школьных, например, и студенческих чатов, а также для общения между госслужащими. Ну и в подъездах домовых они сейчас все это хотят сделать, в магазины они также все это делают, и в белый список ресурсов, работающих во время шатдауна, тоже включен. Но россияне, видимо, пока не хотят жрать информационное, ставят VPN. Ну, что напомню, покупайте VPN по ссылке в описании, да или любой другой, главное, чтобы у вас был VPN. Министерство обороны, одна проблема в том, что у них главнокомандующий, который все карманы набивает. Одно могу сказать, с таким командованием Россия будет проебать. Тетя военнослужащего 6-го гвардейского танкового полка Владимира Дульянинова сообщила, что неоднократно подавала обращения в различные инстанции относительно беспредела, творящегося в 6-м танковом полку, однако ее заявление игнорируют. Поэтому она обратилась к нам за помощью в огласке проблемы и предоставила видеообращение Владимира, которое он записывал во время службы. Пишет телеграм-канал «Не жди хорошие новости». Женщина сообщила, что от племянника получила сведения о систематических вымогательствах, хищениях и насилии внутри подразделения. По словам самого бойца, командование полка под угрозой физической расправы требует от личного состава передавать денежные средства на нужды части. Сборы ведутся в добровольно-принудительном порядке, переводы осуществляются на личные карты офицеров. Указан конкретный получатель — лейтенант Руслан Даудгаджиевич О, позывной «Даргинец», на счет которого бойцы перечисляют средства, называемые ротной кассой. По словам женщины, подтверждения расходования денег на нужды военнослужащих нет. Здесь не пить, не жрать, нихуя. Яблоки. До этого кору жрал. Это со снабжением все. Зубавки. Группа, которая первая моя была, ее распи***.
один человек остался. Со слов Дульянинова, военнослужащие вынуждены оставлять перед выходом на задание банковские карты и пин-коды доступа к ним. При этом происходит кража личных вещей. Командование, по его утверждению, отдает неразумные приказы, посылая бойцов на штурмы с минимальным боекомплектом и без продовольствия. Поддержка дронами артиллерии не оказывается. Дульянинов сообщил о больших потерях личного состава, произошедших по вине некомпетентных командиров. Такое ощущение, что всех вывезли. И задний. Понимаете? Боец утверждает, что в полку применяется практика физического устранения неугодных военнослужащих. По его словам, приказ бойцов отдает командир с позывным «Сумрак», а исполняет военнослужащий с позывным «Заяц». Сам Дульянинов отказался выполнять такие указания. В группу лиц, причастных к вымогательствам и злоупотреблениям, Владимир относит следующих военнослужащих: Вудман, комбат; Бурзый, замкомбата, аккумулирует средства; Сумрак, торгинец, командиры рот, сбор денег; Терек. Он утверждает, что эти люди совершают хищения, оказывают давление на личный состав и прикрывают обвинениями в дезертирстве. По словам Дульянинова, бойцы 6-го танкового полка снабжаются за свой счет, покупая оборудование и продукты. Подразделение отправляется на задание без воды, провизии и без поддержки. Командование у нас они нас просто отправляют без всего. У нас нет ног, которые приносят провизию. Нихуя обеспечено. Нихуя не организовано. Женщина обвинила командование 6-го танкового полка в злоупотреблениях, вымогательствах и организации. Следственные органы в бездействии, попытки скрыть масштабы происходящего. Но, судя по всему, сам военнослужащий уже... Поэтому не идите в российскую армию, а то вас ждет похожая ситуация. Жительница Комсомольска-на-Амуре Жанна Чугунова рассказала о проблемах с получением тела погибшего на СВО мужа Ивана Чугунова, который подписал контракт в августе 2024 года, находясь в колонии. Последняя связь с мужем была в декабре 2024 года. В январе сослуживцы сообщили семье о его гибели. Официально Чугунов был признан погибшим 23.12.24, после чего семье направили гроб, однако похороны не состоялись, так как, по словам женщины, при вскрытии гроба обнаружилось, что он пустой. 12 марта 2025 года в Центр приема, обработки и отправки погибших 522 в городе Ростове-на-Дону поступил фрагмент кожи с татуировкой, который был обозначен как принадлежащий рядовому Чугунову. Жанна Чугунова возмущена тем, что тело мужа ей так и не доставили. Прокуроры, поговори с прокурорами, но гроб же пустой. Ну что вы из меня дуру все делаете? Другим родственникам не достается даже пустого гроба, и денег тоже. Отец военнослужащего Белоглазова Валерия, 77 года рождения, записал видеообращение с просьбой о помощи в поиске пропавшего без вести сына. Также он просит выяснить, куда пропали деньги с банковского счета бойца. По идее, не имели права закрыть и снимать деньги с карты. Я не удивлюсь, что эти деньги до сих пор кому-то идут. Валерий 8 ноября 2024 года подписал контракт, находясь в СИЗО города Тамбов. Проходил службу в военной части 678-99, последний раз выходил на связь 17 декабря 2024 года. И вот скоро год, куда мы только не звонили, не обращались, без результатов. Штаб вообще перестал отвечать нам на вопросы, где, как ищут его или не ищут. Говорят, что пропал без вести. Мужчина сообщил, что после того, как сына официально признали пропавшим без вести, 27 декабря 2024 года с его карты, которую он сделал на двоих со своей матерью, начали пропадать деньги, а позже она вовсе была заблокирована. И все, что мы перевели, его зарплата около 800 тысяч. Из этих денег он скидывался на дрон, и не только, на какие-то... там на военные нужды. Кроме того, мужчина пожаловался на то, что отсутствуют социальные выплаты, которые положены родным пропавшего без вести военнослужащего. И цель моего обращения к вам – это прошу помочь найти сына. Обращайтесь к нашему верховному командующему Владимиру Владимировичу Путину и к товарищу министру обороны Белоусову. Жители военного городка Костерево-1 в Петушинском районе Владимирской области записали обращение к Путину. По их словам, в городке, где живут семьи военнослужащих, 3 воинских частей и пенсионеры Минобороны, нет очистных сооружений. Все отходы сливают в реку. Также там нет уличного освещения и дорог. Никто не занимается вывозом крупногабаритного мусора. Половина квартир заброшены, а на умерших жильцов выписывают квитанции за ЖКХ, потому что учетом жилья никто не занимается. Нет, военнослужащие, которые находятся в наших воинских частях, с честью выполняют воинский долг при службе и также на СВО, участники СВО. Но к ним отношение, судя по состоянию военного городка, не соответствует требованиям Министерства обороны.
Поэтому мы обращаемся, все жители нашего военного городка, обратить на нас внимание. В Министерстве обороны же заявляют, что городок заморожен, поэтому оно за него не отвечает. Денежное содержание на обслуживание жилого фонда военного городка и структур, обеспечивающих жилой фонд, не выделяется, отмечают жители. 2 года назад в Костерево-1 уже жаловались на отсутствие освещения дорог, постоянно текущие трубы, заброшенные военные здания и завышенные коммунальные квитанции, писало издание «Чеснок». За это время в населенном пункте решили эту проблему только с газом и отоплением. В остальном разруха как была, так и осталась, отмечает издание. Соответственно, в говне, без освещения, без вывоза мусора, без тела погибших, без выплат за них, вот такова жизнь семей тех, кто отправился на войну в Украине убивать людей, но в итоге умер сам. Не попадайте в российскую армию, а если попали, бегите оттуда, обращайтесь в «Идите лесом», пишите в «Хочу жить», в общем, делайте все возможное, чтобы не оставить свою семью в таком состоянии, даже если вы очень поддерживаете Путина и очень хотите уничтожения Украины. Ну а с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч, всего доброго, пока.